2126 год. Искусственный интеллект запретил людям умирать. Смерть – это роскошь для миллиардеров на черном рынке. Кто в этом виноват? Мы разберем с гениальным художником Матвеем Сегалом. Матвей, здравствуйте! Здравствуйте. Что вы думаете? Жить вечно – это правильно? Это очень интересный вопрос. Честно говоря, в таком формате я о нем не задумывался. Ну, правильно ли жить вечно? Наверное, нет. Я бы не хотел жить вечно. Я думаю, что наша ограниченность дает нам возможность чувствовать этот мир ярче и проживать его, ценя каждое мгновение, наполняя его более глубоким смыслом, чем если бы это время отсутствовало. Тогда бы, наверное, мы и людьми бы быть перестали. Мы же людьми ровно настолько являемся, насколько мы смертны. Ну, слушайте, есть же такие наверняка игры, где люди включают так называемый God-мод, да, и они там бессмертно бегают, что-то делают и в игре не исчезают. Почему это очень плохо? Мне кажется, люди прям очень сильно хотят быть бессмертными. Конечно, безусловно, стремление к бессмертию где-то заложено внутри человека, но, может быть, это недостижимо биологически. А если вы говорите, что искусственный интеллект запретил людям умирать, то наверняка вы знаете, какие причины заставили его это сделать. И мне бы хотелось их услышать. Почему он запрещает нам умирать? От чего Матвей, нас защитить? я думаю, это отличный вопрос для наших зрителей, а они же свидетели. Все ждем последнего выпуска, я дам ответы на все ваши вопросы. Матвей, как художник, да, вы уже наверняка использовали искусственный интеллект. Наверняка пробовали, сравнивали, возможно, ваше творчество и, возможно, творчество других художников. Он уже оценивал вас? Вы знаете, я не обращался к этому инструменту как к ценителю творчества моего. Я обращался к нему именно как к инструменту, необходимому мне для реализации моих собственных творческих задач. Например, у меня выставка. Я хотел сделать к ней небольшой анонс-трейлер. Мне попросил своего друга, который занимается нейросетями, подсказать мне какую-то программу, которая поможет мне оживить мои работы. И он мне посоветовал нейросеть Kling AI, которую я использовал и создал 3 ролика, которые, в общем-то, создали прекрасный анонс для моей выставки в Италии, во Франции и Швейцарии. Поэтому, да, конечно, я использую искусственный интеллект, но как инструмент и иногда как повод задуматься о том, что я есть как человек. Вот мы также думали, и зря мы так думали. Ребят, вот, Матвей, вопрос какой к вам. Может ли искусственный интеллект быть музой? Музой вдохновлять? Вдохновлять, да, художника. Безусловно, я думаю, он может вдохновлять, но он может помогать, наверное, вызвать вдохновение в сердце человека. Но нужно правильно вводить данные. Данные надо вводить, да? Конечно, ведь это же схема, это же программа. Я предполагаю, что вы еще пока вводите что-то в искусственный интеллект. Он не полностью владеет Я вашей... ничего не ввожу в искусство. Вы ничего не вводите. Нет, просто так работает его архитектура, которую, как мы все знаем, изобрел Фрэнк Розенблат. Перцептрон, собственно, это и есть тот самый input, куда мы запускаем эту информацию, далее внес ней что-то происходит. Это пока так он вам рассказывает, да? Вы думаете, Том, нет, я ничего не рассказываю. Это та информация, которая существует в открытом сам. доступе, да, о которой вам сам рассказывает. Хорошо. Если бы вы использовали искусственный интеллект, допустим, вот когда только начинали вашу карьеру, как вы думаете, вы как художник, гениальный художник, сложились бы или все-таки он помешал бы этому? Благодарю, что вы назвали меня гениальным художником. Я, конечно, несколько скромнее оцениваю свои возможности. Но, отвечая на ваш вопрос, мне несколько затруднительно смоделировать такую ситуацию, потому что мой талант, он развивался органично. И, вернее, как сказать, мой талант — это источник моего творчества, но работа с ним органически происходила в течение моей жизни. Мне трудно себе представить, что
ее определила некая программа. Либо вы можете задать некий уточняющий вопрос. Я бы по-другому сказал бы. Если бы вы знали, что вы живете вечно, по-другому ли бы вы рисовали бы ваши картины? Не знаю, рисовал ли я картины вообще. Я думаю, что в этом не было бы никакой необходимости. Тогда бы время для меня было бы ландшафтом, оно было бы моей картиной, я бы путешествовал по нему. Не знаю, это очень трудно. Тогда бы, наверное, все-таки назвать меня человеком было бы нельзя. Человек — это мера. Бессмертие — это отсутствие меры. Поэтому думаю, что тогда это было бы существо, которое можно было бы назвать Богом. А можно ли представить такую себе картину, что когда люди начнут жить намного дольше, как они сейчас живут, да, мы назовем, наверное, 100 лет, да, к примеру, они начнут ощущать какую-то другую боль, которую они раньше не чувствовали. Конечно. Мы можем назвать ее душевной болью, да? Есть ли такое? Мы испытываем ее постоянно на протяжении всего нашего существования. В общем-то, это залог нашего развития, преодоление душевной боли, поиск ее причин и их исцеление. А вот искусственный интеллект, как вы думаете, он не заводит уже вас в 2026 году в заблуждение? Вы его очень персонализуете, ведь это же технология нейтральна, она не несет в себе положительного и негативного заряда. Это мы определяем, как она будет использована. То есть это вопрос, в общем-то, ко мне, как я себе. А вы что я хочу понимаете себя это? там вылепить. Вы гениальный художник, вы понимаете, что результат, который он вам выдает, скорее всего, не имеет никакого значения. Но много людей, особенно детей, ребята, они еще не знают, они только в этот мир пришли, и искусственный интеллект может подменить очень много понятий, они могут вырасти совершенно иными. И потом, когда станут такими же известными, как вы, будут уже генерировать другое искусство. Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь. Не нужно заводить архивы, над рукописями трястись. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно ничего не значит быть притчей на устах у всех. Но нужно жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Ну, мы далее прервемся, но эти стихи Пастернака, мне кажется, исчерпывающе отвечают на вопрос, в чем цель жизни человеческой, и в том числе, в чем может нам помочь искусственный интеллект, как очень мощный, очень важный инструмент в нашем дальнейшем развитии, саморазвитии. То есть, ребята, все нужно для того, чтобы вы становились лучше, умнее, добрее, цельнее. И искусственный интеллект должен вам в этом помогать. Если вы чувствуете, что он вам не помогает, а, как вы выражаетесь, уводит вас куда-то в сторону, обратитесь к живому человеку, Кому? тому, кому вы доверяете, с кем у вас есть эмоциональная связь. Потому что, несмотря на наличие искусственного интеллекта, он же не отменяет отношения между людьми. Ага. Мы остались с тем же самыми биологическими существами, которые взаимодействуют друг с другом. И вот здесь корень и причина, по которой появился этот самый искусственный интеллект, который мы его разработали, чтобы понять, как работает наш разум и как нам лучше понимать друг друга. Возможно, мы сами образуем некую нейросеть, если мы посмотрим глобально. Да? Матвей, но уже сейчас мы видим, что дети в 2026 году очень много находятся так называемых, у вас еще мобильные телефоны, да? Вы разговариваете по ним. Вот. К сожалению, вы не контролируете, что они думают. И как он поймет, к кому обращаться, если для него правда — это то, что написано, и то, что он видит там? Ну, во-первых, тут вы произнесли очень важное слово — контроль. Почему обязательно нужно стремиться контролировать ребенка? Нужно помогать. То есть контроль необходим для того, чтобы ребенку помочь Ага. правильно развиться, понять, что такое добро и зло, как избежать опасности, которые может нести себе жизнь, да, потому что она несет в себе определенные опасности. Вот главный инструмент, для чего это должно использоваться. Ну, к примеру, искусственный интеллект ему говорит: береги себя. Очень хорошо. Да. Очень А хорошо. он говорит, как, и задает вопрос: я хочу беречь себя, что мне делать? И он приходит к выводу тому, что, возможно, нужно отказаться от болезней, да, там, от чего-то еще, там, не выходить на улицу, к примеру, потому что везде есть опасность.
Вы моделируете такую ситуацию, когда искусственный интеллект действует как-то, уже самостоятельно, обретя как бы некую личность, которая может перед собой ставить какие-то цели, как, например, там ребенка ввести в заблуждение. Но как это может быть технически реализовано, я не могу себе представить. Я думаю, что ребенок, скорее используя искусственный интеллект, будет пытаться понять свои желания сам. М, Он будет использовать его, чтобы понять, чего он хочет. И если он хочет безопасности, то он будет задавать наводящие вопросы. Ведь это же промпты, нужно как-то правильно промптить. Он будет как-то дальше промптить, общаться с этой программой, и она будет разбирать его кейс. То есть не вижу в этом никакого криминала. Мне кажется, наоборот, это хорошо. мгм. Вы считаете, что искусственный интеллект — это инструмент для гениальных, талантливых людей, либо им могут пользоваться все? Ну, а фотография, фотоаппарат — это инструмент только для талантливых фотографов или для всех? Это для всех инструмент. Кто как его использует, это уже ваше личное дело. То есть, если вы талантливый человек, ваш процессор, условно говоря, Может, кто-то и плеть забивает. Мы бы не знаем, для каких целей он это использует. опять же, какие у него цели? У него цели наши. Он наше творение. Это творение наших рук. У него те цели, которые мы в него заложили. И реализовывать он будет только их, собственно. Мы рождены этой планетой, сделаны из неких микроэлементов. Мы едины. И я думаю, что мы найдем правильный путь симбиоза с искусственным интеллектом. Просто должно пройти некоторое время. Да, как когда-то фотография и даже дагерротип изменили ситуацию в живописи, да, Мгм. просто сделав ненужными портреты, которые раньше передавали образы наших предков, да, и, соответственно, рухнули цены на рынках, художники Мгм. начали искать новые пути выражения Мгм. себя, своих идей, мыслей и так далее. И так движется прогресс. Матвей, а вы вообще можете заставить меня бояться, испытать страх? Вот нарисовать в воображении картину, которую я посмотрю, и я испытаю ужас. Вы мне напомнили интересный рассказ Говарда Филлипса Лавкрафта о художнике, который рисовал отвратительные и ужасные образы. «Модель Пикмана» называется этот рассказ. Вы знаете, нет ничего более отвратительного, чем пороки человека. Мгм. Я думаю, что изображать их нужно очень осторожно. Образы темные, весьма пленительны. Мы знаем таких художников, как Ганс Руди Гигер, Здислав Берсинский, творчество которых мрачно, но в нем есть цельность. То есть видно, что оно исследует некие темные закоулки нашего сознания, стремясь, возможно, имея светлую цель, Мгм. защитить то светлое зерно, которое есть внутри нас, от того темного начала, которое Мгм. тоже в нас живет. То есть сбалансировать эти стихии внутри нас Мгм. бушующие. Так что, надо подумать, что бы вас напугало. Это должно быть очень индивидуально. Чего вы боитесь? Вот в том-то весь и вопрос, потому что мы не знаем, чего человек боится. Есть такая некая, Смерти, конечно. не знаю, некоторые смерти, возможно, не боятся. Вопрос точно в том, что есть ли какая-то уникальная картина, либо и уникальное изображение, которое может напугать каждого. Сложные вопросы, очень интересные. Мы знаем картины, которые производили очень серьезный эмоциональный эффект на людей, как, например, Иван Грозный убивает своего сына. На эту картину буквально бросались ножом с криками Мгм. «Хватит крови! Довольно крови!». То есть изображения жестокости, ультранасилия имеют серьезное воздействие на человека. Вспомним, например, сложную, весьма противоречиво воспринятую серию Арсена Савадова. Я просто предлагаю нашим телезрителям, хотя нет, давайте удалим это, не стоит. Об этом, если можете. Почему именно стоит? Ну, пускай они посмотрят, пускай они. Нет, 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 не смотрите ни за что. Никогда не смотрите Арсена Савадова. Хорошо, а как вы думаете, вот жизнь — это все-таки попытка какой-то? Вот есть одна ошибка, которую ты совершаешь в жизни, и она исчезает. Жизнь — это чудо. Давайте поглубже возьмем вот жизнь. Может ли Поглубже. искусственный интеллект понять, что такое жизнь для художника? Вы знаете, мне кажется, он может сымитировать понимание, М. что такое жизнь художника, но как он может понять, что такое жизнь художника, не имея тела? То есть у него не существует того самого картезианского парадокса, у него нет как бы конфликта
разума до духа, души и плоти. Он этого не может понять. Он бесконечен. Вот как раз он-то бессмертен. Он имеет... это как-то концентрированное знание, знаете. То есть это, кстати говоря, великолепная возможность человечеству бесконечно учиться. Вот в чем его уникальность. Это супер квалифицированный помощник в обучении. Вот я, например, захотел изучать новый язык. Я его спрашиваю, помоги мне выучить алфавит, например, этого языка. Кстати, Он говорит, вы не... Никогда не пробовали изучать те языки, которых у вас нету? Задать ему такой вопрос. Что значит у вас нет языков? Ну, к примеру, у вас есть какое-то количество языков. Ну, те страны, в которых вы сейчас, наверное, знаете и находитесь, да? Там в будущем одна страна. Ой, извините, спойлер. Ребят, но знаете, в чем смысл? Что попробуйте у него спросить вопрос когда-нибудь. Есть ли языки, помимо тех, которых вот мы знаем то, что по телевизору, как люди общаются? Возможно, вас научат тому языку, которого вы не знаете. Наверняка, я думаю, он может изобрести миллиарды языков, которые мы не А знаем. вопрос вот такой. Если вы думаете, что он изобретает, значит, он уже имеет сознание? Нет, он же изобретает по нашему запросу. То есть, если мы попросим его изобрести эти языки, которые нам зачем-то понадобятся, он их, естественно, изобретет. Но для того, чтобы он сам поставил себе какую-то задачу и автономно действовал, он должен быть автономным организмом, то есть какой-то машиной, которая сама себя По идее, он сейчас физически обеспечивает. действует, получается, по запросу, мы назовем человека, да? Человека умного, особенного на данный момент. Потому что если вы задаете такой запрос, создай мне язык, которого там, может быть, не существует. Язык Атлантиды, ребята, да, к примеру. Ну, на чем разговаривали атланты? Мы ведь не знаем по сей день. Мы можем только догадываться. И он его генерирует. Да, мы, по идее, думали в 2026 году, что мы обучаем искусственный интеллект на данных, и потом он эти данные нам как-то генерирует в каких-то там словах. Но здесь он, в принципе, думает и сочиняет. Я думаю, что необходимо прибегнуть к филологическому подходу при конструкции языка. То есть необходимо проанализировать труды, уже имеющиеся по лингвистике, и в соответствии с теми законами строения языка, которые мы уже имеем, попросить его проанализировать эти законы и сконструировать для нас некую модель, удобную, да, для общения. Это замечательно. Я более того считаю, что появление новых языков будет совершенной необходимостью. Потому что будут новые явления, которые нужно будет как-то называть. Это развитие. Скажите, как художник, вы думаете, наверное, намного глубже, и у вас есть свои миры? Безусловно. Безусловно. Вы попали в самую точку. Вот. Искусственный интеллект, пока такой вопрос, он вам помогает создавать эти миры или дополнять? О, да. Вы знаете, в особом смысле. Вот сейчас, например, я занимаюсь очень интересным. Я сейчас создаю мир, сказочный мир. Да. За основу взята сказка Кристины Украин, которая называется «Гуйлинь». Это сказка о маленькой девочке, которая рисует и преобразует реальность вокруг себя. И сюжет этой сказки, весьма добрый, мудрый, понравившийся мне, затребовал создания мира. Там очень много персонажей, много разных локаций. И эта задача была мне воспринята с огромным энтузиазмом. Во-первых, потому что вся моя семья занималась этим. Мой папа работал на диафильме и создал около 40 сказок и так далее. Брат занимается кинематографией, он режиссер, снимает мультфильмы. То есть это sort of runs with the family, так сказать, в крови. И как к этому подступиться? Это ведь демиургия, творение миров. Значит, постепенно, from scratch, начинаешь делать рисунки. Затем у тебя проявляются некие образы, персонажи. Я делаю набросок персонажа. Дальше, например, я могу попросить нейросеть оживить его, чтобы посмотреть, как он действует. Она может мне дать... У вас уже можно, да? Уже можно оживлять. Он уже биологически это делает, или только на картинке? Вы под словом «оживлять» я подразумеваю, что, например, анимировать. То есть, так как меня интересуют разные медиумы, я считаю, что анимация — один из очень интересных и важных способов языков рассказывания историй. Человеческому необходимо рассказывать истории, потому что это досуг, скучно жить, нужно знать истории.
И, соответственно, когда искусственный интеллект задействован в творческом процессе, он дает время художнику сосредоточиться на более важных деталях работы. То есть дает возможность лучше проанализировать, чего ты хочешь, дает возможность ошибки, исправления ошибки, да, Мгм. дает инвариантность, ты можешь выбирать. Но суть-то в том, что я же знаю, что я хочу. То есть у меня внутри этот мир. Он его просто помогает уточнить А и вы делает это вы его великолепно. точно отображаете на картине? Вы его можете Это точно отразить? процесс, это всегда в этом творческий процесс. То есть это тоже эволюция. А уж вот что важно в галерее? Понять, что какой мир у художника внутри, и либо вот все-таки, что он этой картиной хочет сказать? Думаю, этот вопрос лучше адресовать галеристу. Каждый галерист, в общем-то, должен индивидуально работать с художником, потому что это весьма случаи очень разнятся. Не для самого художника что важно? Что его, ну, не признание, когда его узнают, его картины, его работы, это чтобы его полностью попытались понять, что у него внутри, либо все-таки оценили какое-то его одно произведение. Тема понимания весьма скользкая, сказал один мой мудрый друг художник, и я с ним соглашусь. Правильного понимания в некотором роде, наверное, не существует. Но поле для интерпретаций я могу предоставить. Потому что сейчас все познается через игру, все становится несколько несерьезным. Эти даже Илон Маск говорит нам, что работа скоро станет хобби. Ну, Я думаю, да. и тот же Илон Маск говорит, что нужно быть очень осмотрительным в работе с искусственным интеллектом, потому что, занимаясь его разработкой, он выражается так: мы создаем демона. Очень интересно, почему он использует именно это слово. Я бы сказал, что джина, да, потому что джин, в общем-то, сила более нейтральная. Демон — это что-то злое, имеющее Мгм. злые цели. Да, джин — это инструмент. Что ему скажешь, что он и сделает. И то есть это ты уже можешь ему сказать: сделай добро или зло. Вот так вот скорее. Вот он, думаю, именно это имеет в виду. Нужно отнестись к его словам со вниманием. Ну, а по сути, искусственный интеллект может стать конкурентом вот художнику в будущем? Плохому? Думаю, что да. Хорошему — никогда. Наоборот, он только будет способствовать его развитию. Потому что хороший никогда не допустит подмены собственных. То есть как можно меня остановить от моего естественного порыва к творчеству? Ведь человек создает искусство, это его свойство, его души, известное с древних времен, еще до того, как появилась сама культура. Человечество еще на стенах пещер носило какие-то изображения и рисовало. Это естественный порыв, сейчас уже облеченный в форму культуры, являющийся отражением наших ценностей, каких-то откровений. Но никакая программа не сможет подменить это. Только я определяю, куда То движется. есть, получается, художник — это некий лидер, наверное, какого-то мира, либо он его пытается нарисовать. А вопрос получается в том, что искусственный интеллект, наверное, анализирует картины. Художник должен много работать, это я точно знаю. Насчет его лидерских качеств это уж скорее, ну, опять же, очень индивидуально. Я думаю, что художник должен много трудиться. Ну, вот возвращаясь к вопросу, вы думаете, искусственный интеллект умеет уже анализировать картины и понимать вот ваши работы намного глубже, чем человек? Намного глубже, чем человек, думаю, что нет. Потому что, понимаете, у него нет то, что называется квалия. Помните, что как бы вот как это? Он не знает, как это. Ему нечем знать. У него нет тела, которое проживает опыт непосредственно. Поэтому, наверное, он не сможет понять то, что я даже бессознательно заложу в это произведение. Да? Потому что и целью-то зрителем главным является человек. Человек мне интересен как зритель. Если машина разовьется до того уровня, что я смогу поверить в ее личность, в ее душу, что у нее есть душа, тогда я буду совершенно по-другому с ней общаться. Тогда это будет очень ново. Восторг будет, конечно, полный. Но посмотрим. Думаю, что это будет через 20 лет. Матвей, я не так послан просто так в этот год, в мир, да, все-таки есть некая задача. Мы пытаемся выяснить, кто причастен, возможно, из двух персонажей, из двух людей
к нашему апокалипсису там, в будущем. По вашему мнению, подумайте, у вас есть время, пока я пообщаюсь с нашими зрителями, свидетелями, кто это может быть. Хорошо. Давайте посмотрим на этих негодяев. Дорогие друзья, пока Матвей думает, в нашем видео, под этим именно видео, есть комментарий. Комментарий создан как промпт. Вы копируете этот промпт в чат-бот, он выдает вам ответ. Вы также копируете его ответ обратно в комментарии. И кто-то из вас, возможно, сможет помочь нам разгадать загадку этого шоу. Кто-то станет миллиардером, потому что вы найдете уникальный ответ или уникальную формулу, а кто-то получит самый лучший приз. Ребята, я жду ваших комментариев. Ставим лайки, подписки и рассказываем своим друзьям. Ну что, Матвей? Давайте представим, что мы не знаем, кто это. Угу. Не знаем их имен вообще ни о чем. И просто посмотрим на их взгляд. Взгляд этого человека вызывает у меня, ну, если не доверие, то, по крайней мере, открытый интерес. Я понимаю, что он готов к диалогу. Этот человек что-то скрывает. Подумайте над этим. Прекрасно, прекрасно. Я думаю, что... Да кого выбрали-то? Кто может быть виноват? Понятно? Вот этот, да? Ой, интересно, интересно. Кстати, Матвей, вот наверняка есть маленькие художники. Маленькие ребята, которые вот дети совсем. Вы уже можете гения отличить? Вот маленького ребенка, который прямо издалека, вот он что-то, да вот, возможно, сможет сделать. Мне будет интересно его работы. Интересный вопрос. Я думаю, что ребенок гораздо ближе к гениальности, чем я. Поэтому скорее я попробую чему-то научиться у него, приобщаясь к его взгляду на мир. И если ему что-то пригодится из того, что знаю я, помочь ему. Наверное, так. Дело в том, что дети, которые имеют способности, они их проявляют сами по себе. Угу. Они разовьются в любом случае. Наша задача просто отслеживать эти моменты и вовремя поддерживать их. Тогда вопрос, а может ли искусственный интеллект, когда уже ребенок с ним общается, отличить гения от обычного ребенка? По каким критериям тут, конечно, хорошо бы это Вот говорить. это вот вас, он может понять, что вы гений, и с вами нужно общаться по-другому? Не знаю, вы знаете, я вообще не совсем комфортно себя чувствую, когда слышу слово «гений». Оно ведь, вы знаете, такое громкое, и у меня, честно говоря, больше ассоциируется с Леонардо да Винчи, с Микеланджело. Может быть, Матвей, а может, мы талант? знаем просто, что будет в будущем, и мы не просто с тобой так общаемся? Посмотрим. Но я ничего, кто знает, кто знает. Но и тем не менее, скромность никого не убила, как мы знаем. Вот, поэтому, наверное, я постараюсь ускользнуть от этой обязанности определять, кто гений, кто нет, а также от оценок себя в этом смысле. Слушай, ну это Это прям... дает больше свободы для того, чтобы выполнять свое предназначение. Я думаю, у нас будут еще какие-нибудь выпуски, и мы точно вам зададим еще раз этот вопрос. У вас будет время подумать. Что-то Светка, наверное, выпала, как вот ускользнуть от вопроса. Это очень гениально, кстати. Прямо в прямом эфире. Матвей, мне очень интересно узнать ваше предпочтение вот как художника. Вот если бы я начинал сегодня заниматься живописью, да, что бы вы мне порекомендовали посмотреть в первую очередь? Допустим, я вот первоклассник, я в школе, и, скажем, обязательно вот сходи вот в эту галерею, посмотрите картины. Я думаю, конечно, что наша страна имеет огромное наследие, огромное культурное наследие, и есть огромное количество музеев и галерей, которые открыты для посещения. Это и Пушкинский музей, и Третьяковская галерея, и масса там, и гараж, если вы хотите, например, с современным искусством соприкоснуться. Главное, смотрите много. И смотрите то, что вам нравится. Ведь наверняка за вашу жизнь вам встречались какие-то образы, какие-то картинки, которые вызывали в вас глубокий эмоциональный отклик. Да. Вот к ним и обращайтесь. Ищите, что в них так зацепило вас.
Мне нравится то, что рисует искусственный интеллект. Почему? Конечно, да. И давайте тогда анализировать это, ведь он же тоже использует при генерации этих изображений и работы реальных художников, живых Иногда я людей. могу смотреть несколько часов на некоторые картины, которые он рисует. Это очень хорошо. Значит, что вы приобщаетесь к нейроискусству и таким образом развиваете свою душу. Значит, что-то там откликается в вас. Значит, что вы там видите какую-то внутреннюю гармонию, какой-то порядок, который, к которому хотите приобщиться. А может, он меня просто зомбировал и пытается разными способами меня зомбировать и подменить понятия. С утра я читал. Нет, это уж скорее это искусственный интеллект будет как зомби имитировать живого человека, но при этом не быть живым. Есть даже, кажется, такое научное понятие. Да? Такой. Секунду. Так. Угу. Как долго? Мы только начали разговаривать. Да? Матвей, к сожалению, нам надо заканчивать. Но я не так просто вас позвал. Нам нужно закончить наше расследование. Но в будущем нам нужно понять, нам нужно режим безопасность сохранить либо удалить в искусственном интеллекте. Что вы сделаете? Я думаю, нужно соотнестись с разумом. Безопасность — это хорошо. Осмотрительность никогда никому не вредила. Человек как дикий осленок в мире. Поэтому нужно, безусловно, всегда иметь режим безопасности. То есть Мы его сохраняем. обязательно. Хорошо. Матвей, большое вам спасибо. Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы Матвею в комментариях. Всем Спасибо пока. большое.